Всем борщ! Добро пожаловать на канал с очередным обзорным видео. Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой при использовании MIDI-клавиатуры, что вам нужно тянуться к вашему ноутбуку или к мыши вашего компьютера? Инженеры из компании Nux придумали гениальное решение, а именно встроили трекпад в их клавиатуру. Теперь вам не нужно тянуться к мышке либо к вашему ноутбуку, чтобы использовать вашу мышку. И это гениально, я считаю. Сегодня на обзоре у нас клавиатура Nux NTK61. Давайте посмотрим распаковку и дальше продолжим обзор. Давайте распакуем вот эту небольшую коробочку и посмотрим, что же у нас внутри. Здесь очень много. Здесь видим Nux NTK61 Z MIDI keyboard. Вот это поворот! Nux NTK61. Давайте же посмотрим, что у нас внутри. Оп. Вот так вот это дело открывается, и барабанная дробь. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. И у нас выезжает клавиатура. Все, в коробке пусто. Еще мы имеем целую книгу. Инструкция по эксплуатации. Также Setup Guide. Лицензионная карточка, чтобы софт получить. И также интернациональная гарантия и наклейка Nux. Окей, ну, соответственно, MIDI клавиатура, инструкция по эксплуатации. Это все замечательно, но нас-то с вами интересует больше то, что вот здесь. А здесь у нас, я так понимаю, USB-B на USB-A кабель. И вот она, наша красавица. Здесь у нас больше ничего нет, кроме транспортировочного поролончика. Точнее, пенопласта. Туда же. И момент истины. Ба-ба-ба-бам. Оу, я уже вижу, она металлическая и пластиковая. Здесь пластик, вот здесь металл. О, ну качество я уже вижу отличное. Снизу металлическая пластина. Ух ты ж, ё. Вот такая, друзья, красота. Вот она, во всей красе. Вот здесь металл. Оп. И, собственно говоря, вот так эта доброта выглядит. А теперь возвращаемся к обзору. По первым впечатлениям, эта клавиатура очень хорошо собрана. Она имеет металлическое шасси, очень солидный вес, 5,5 килограмм. Все ощущается довольно-таки премиально для клавиатуры такой ценовой категории. Что по элементам управления? Как уже было сказано, здесь мы имеем тачпад. Здесь у нас 61 клавиша, полувзвешенная клавиатура с функцией Aftertouch. Также мы имеем 8 пэдов прорезиненных с чувствительностью к нажатию. Также у нас есть кнопка Pad AB, которая добавляет функционал еще 8 пэдов. Соответственно, мы имеем в распоряжении 16 пэдов. Также у нас имеется 8 нобов, 9 фейдеров, которыми можно управлять различными параметрами. Например, в Ableton вы можете управлять громкостью ваших инструментов, вашего мастер-канала. У нас есть 5-позиционный джойстик, который используется для выбора параметров, также для управления вашей рабочей станцией.
Что еще мы имеем? Транспортную панель с соответствующими кнопками. Это Loop, Stop, Play, запись, перемотка назад-вперед, чтение и запись. Кнопка назад, кнопка DAW для выбора предустановок вашей программы, то есть вашей DAW, которую вы используете. Зажимаете кнопку DAW и с помощью крутилки вот этого основного ноба вы можете выбрать программу, в которой вы работаете. Я, например, использую Ableton Live. Далее мы имеем кнопку MIDI. Вы можете использовать эту клавиатуру как MIDI контроллер для ваших внешних устройств. Также мы имеем кнопку Temp. Можно задать нужный темп путем нажатия на эту кнопку, либо можно ее зажать и с помощью основного ноба выбрать нужный вам темп. Также у нас есть кнопка Shift. С помощью кнопки Shift мы активируем все дополнительные параметры клавиатуры. Давайте рассмотрим, какие дополнительные функции имеет данная клавиатура. Здесь мы имеем функции арпеджиатора. Чтобы активировать арпеджиатор, мы зажимаем Shift и нажимаем Arp On кнопку. Все, теперь наш арпеджиатор активирован. Чтобы поменять настройки арпеджиатора, мы зажимаем Shift и нажимаем кнопку Setup. И вот мы попадаем в меню настроек нашего арпеджиатора. Также кнопками от 1/4 до 1/32 триолей мы можем поменять темп нашего арпеджиатора. Также мы имеем режим Scale. Чтобы его активировать, мы зажимаем Shift и нажимаем Scale On. То есть мы теперь зашли в режим Scale. Мы можем выбирать нужную тональность, в которой будет играть наша клавиатура. Для настройки этого режима зажимаем Shift и нажимаем Setup. Попадаем в режим выбора нашей тональности. Также мы можем выбрать хроматический, мажорный, минорный и так далее. Все лады. Чтобы отключить данную функцию, мы зажимаем Shift и нажимаем Scale Off. И также мы имеем функцию Not Repeat для наших пэдов. Чтобы ее использовать, нужно зажать Shift и Not Repeat On. И теперь наши пэды работают в режиме Not Repeat. Также управлять темпом можно с помощью вот этих клавиш. И зажимаем Shift и нажимаем Not Repeat Off. Все, Not Repeat отключен. Также мы можем управлять чувствительностью клавиатуры от самой минимальной до максимальной, либо фиксированной на 64 и 127. Чтобы поменять чувствительность клавиатуры, зажмите Shift и выберите нужный параметр вот этими клавишами. Также вы можете выбирать, какой MIDI канал использует ваша клавиатура в режиме MIDI. Клавиши клавиатуры полувзвешенные. Они имеют очень приятный ход и пружинистый возврат. По ощущениям гораздо лучше, чем в остальных клавиатурах начального уровня. И также они имеют функцию Aftertouch, которую далеко не во всех клавиатурах данного уровня можно найти. Также мы имеем 8 прорезиненных пэдов с чувствительностью к нажатию и кнопку Pad AB, с помощью которой мы можем переключиться в режим других 8 пэдов. И в общем мы имеем 16 пэдов. Пэды очень хорошо подходят для фингердрамминга, то есть набивать какие-то ваши барабанные партии. Основной фишкой данной клавиатуры является наличие встроенного трекпада. Далеко не на всех клавиатурах имеется такая функция. Я на своей памяти вообще не припомню клавиатуру, в которой была бы такая функция. Это очень удобно. Чтобы не тянуться к вашему ноутбуку, либо не использовать мышь на вашем компьютере, вы можете с легкостью использовать тачпад, который встроен в данную клавиатуру. Работает он прекрасно, довольно-таки отзывчивый, имеет нажатие правую и левую клавишу. Также из элементов управления мы имеем 8 нобов. Они имеют начальную и конечную точку. Очень так хорошо все собрано, ничего не люфтит. Также мы имеем 9 фейдеров. 8 фейдеров, которые отвечают за громкость ваших 8 каналов. И 9 фейдер отвечает за громкость мастер канала. Что ж, давайте поговорим про плюсы и минусы данной клавиатуры. К плюсам я бы однозначно отнес
отличную сборку. Все чувствуется довольно-таки премиально для такой цены клавиатуры. Сколько она стоит. Она довольно отлично собрана. Отличные клавиши. Далеко не на всех клавиатурах начального уровня есть такие приятные к нажатию клавиши. Также функция Aftertouch, которая далеко не на всех, даже самых дорогих клавиатурах имеется. Отличные пэды, отличные кнопки управления. Все элементы управления тоже ощущаются очень даже хорошо собраны, нигде ничего не люфтит. Наличие таких функций, как Arpeggiator, Scale, Not Repeat, тоже отличные функции, которые помогут вам в вашей студийной работе с музыкой. Что касается минусов, к минусам я бы отнес небольшой экранчик. То есть он немного такой устаревший уже. Сейчас на многих клавиатурах современных ставят уже OLED-экранчики, цветные, более, так сказать, информативные. К минусам еще я бы мог отнести, что некоторые пользователи жалуются, что некорректно клавиатура данная работает с iPad'ами, но думаю, пользователей, кто использует данную клавиатуру с iPad'ом, будет достаточно немного. Для кого подходит эта клавиатура? Эта клавиатура отлично подойдет для новичков, которые ищут себе для работы клавиатуру с 61 клавишей. Также это подойдет для уже более опытных музыкантов, которым нужна клавиатура в их студию с отличными клавишами, но также которая позволит меньше взаимодействовать с тачпадом вашего ноутбука либо с мышью вашего компьютера, так как имеется встроенный тачпад, который, повторюсь, очень даже удобный в работе. Что ж, вот и все. Делитесь вашими мнениями, что вы думаете насчет этой клавиатуры. Буду рад почитать в комментариях все ваши мысли. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Борщ всем!